Говорова пишет Макс Философ. Можно так назвать. Можно назвать Макс Философ, можно назвать мыслитель, можно назвать просто ищущий там. Потому что вот сегодня что я упустил, ребят. Спасибо, напомнил, да, про философа. У меня же стрим называется, там в заголовке есть. Просто немножко переначал эту пословицу. Каждому фрукту свое время я сделал перец, да, потому что перец это что? Это символ сексуальности. И вот в каждое время, в каждом возрасте есть свои программы, понимаете? То есть каждому свое, в каждом возрасте некоторые установки. То есть они даже не от человека идут, а могут идти от человека, конечно. И моя задача прислушаться к, к этому зову внутреннему, понимаете, и идти к нему навстречу. Вот и все. Для этого нужна медитация. Для этого нужна честность с самим собой, искренность, практика осознанности через медитации, через прямой разговор, через вот это вот выговаривание, через честность. И всему свое время. А каждому перцу почему? Потому что, например, с возрастом отпадать должны, по идее. Ну и так и есть, как листья. Я недавно смотрел фильм с Энтони Хопкинсом. Последний фильм на Оскара даже был выдвинут этот фильм. Получил он Оскара. Называется «Отец». И вот там в конце фильма Энтони Хопкинс, ну герой Энтони Хопкинса говорит, я, говорит, чувствую себя, что с меня спадают листья. Ну, медсестре в доме престарелых. Очень хороший фильм, кстати, посмотрите. Фильм «Отец» 2020 года, по-моему. Как будто с меня спадают листья. Ну, ветром. Я как дерево, голые ветки. Вот так. То же самое и здесь, понимаете, ветки оголяются, листья вот эти вот слетают, и то, что было раньше нужным, оно стало просто, ну, отжило свое, оно перестало быть нужным, и оно не нужно совсем, вообще не нужно. И вы это просто понимаете не умом даже, всем своим естеством, что это лишнее, что уже не нужно это, что нужно копать внутрь туда, внутрь корням, короче, возвращаться. Откуда мы пришли? Пришли из того, чего мы не можем назвать словами, да, из, ну, пускай назовем, небытие, там, вечность, тишина и так далее, из вечности, и уходим в вечность. И вот к этому желательно подготовиться потихонечку. Ну, а перчик почему? Потому что перчик это вот это сексуальное желание, вот этот инстинкт размножения, заложенный природой программа, который культурный, который самец, это значит молодец, он должен много женщин не должно быть, и вообще он должен, да, вот это вот. Мои искренние, честные, так сказать, размышления про секс. Раньше я был очень сильно озабочен на эту тему. Ну, наверное, я уже говорил про это, да? А вот сейчас, знаете, как я на это смотрю? То есть я-то, в принципе, так ценю тоже красоту женскую, я вижу, ну, да. Но почему-то я сразу сейчас это вижу в комплексе. Понимаете, что это инстинкт просто. Инстинкт, ну, это не секс, это не вожделение, это не похоть даже. Это, я сразу вижу это в комплексе, как некий инстинкт размножения, и все. Ну, как некую программу. Вот целиком полностью вижу. Да, красивая фигура. Интересное, приятное лицо. Ага. Но при этом я сразу вижу и начало, и конец всего вот этого. И к чему это все ведет, и для чего это все вообще нужно. Почему это, ну, для чего я это вижу. И почему мне это притягивает. Это как бы сразу видно. Для размножения, чтобы, блин, спариться и чтобы дети появились. И когда вы видите целиком, то как-то, в общем-то, и не хочется уже. Потому что с этим многое связано. То есть, если мы раньше фрагментарно видим, то есть мы не видим многих вещей, когда молодые, когда тестостероновые, да, когда вот самцы, нужно вот этих вот женщин всех, да. Это просто очень сильная, ну, природа вас туда толкает, и все. Биологическая составляющая. А теперь вы видите, что да, красивая, но при этом вы понимаете, что с этим всем еще в нагрузку вам достанется ее внутренний мир. Внутренний мир этой красивой самочки. Понимаете? И он вам может не понравиться, очень сильно не понравится. Возможно, даже, скорее всего, так. Потому что внутренний мир это, блин, непростая штука. Мир другого человека. И вам нужно будет это как-то переносить,
и все эти проблемки, и все эти тяготы, и вот это все. И беременность, и ссоры, и скандалы, и интриги, и ревность, и продолжение, и родители, и знакомые, и друзья, и подруги, и вся эта история, этот шлейф. Вот помимо вот этой причинно-следственная такая вот история, шлейф, там целая карма, понимаете? И ради просто соития, слияния с телом, тело с телом, вы готовы, так сказать, с этой кармой, слиться? Готовы ли вы взять это на себя? Готовы ли вы, вот войти в это и принять это все? Вот так, понимаете? То есть все как-то стало гораздо глубже, многограннее, и я не вижу не просто женщину красивую, я вижу человека. Я вижу человека. То есть моя самооборона, она тоже не для мужчин, для женщин, а для человека. Для живого существа. Со своими проблемками, плюсами, минусами, радостями и тревогами. Как-то так. Это все, что я хотел сказать вам, ребята, про секс в моем престарелом возрасте. Так. Про Металл Стрим. Мне интересны преступники, расчленка и так далее. А уверенность не возникает из ниоткуда. По нашему мнению, уверенность – это вера с опытом, прошедшая различные трудности и испытания и не потерявшая своей детской непосредственности. А испытаний в жизни хватает. Нужно только принимать эти препятствия, как тренировки, в которых крепнет ваша вера, превращаясь в непоколебимую уверенность, уверенность в своих силах и способностях. Неплохо тогда звучит? Всем привет, друзья! Макс Степанов с вами. И сегодня я прямо достаточно точен, пунктуален, как и обещал. Ровненько вышел к вам в прямой эфир.